Добрый вечер, дорогие друзья. Это видеопроект «Интересный понедельник», и с вами я, психолог Ирина Соловьева. Сегодня мы с вами счастливчики, потому что в эфире будет психотерапевт из Бразилии Лиана Цинк. Это высокопрофессиональный специалист, очень известный, ученица Александра Лоуэна, Дэвида Боаделлы, Берта Хеллингера, сама психотерапевт, тренер, директор института в Бразилии, просто прекрасный профессионал, человек и восхитительная женщина. И та тема, о которой мы сегодня будем говорить, это очень смелая тема. Тема очень заряженная, потому что она связана с сексуальностью. Это тема эротического сексуального переноса и контр-переноса. И с нами сегодня психолог и переводчик Мария Раевская. Маша, спасибо тебе большое. Да, пожалуйста. Да. Дорогая Лиана, спасибо за согласие участвовать в эфире и за то, что будешь делиться с нами такими важными и интересными знаниями. Dear Liane, thank you so much for being on this Facebook Live to share with us such precious knowledge. Thank you for the invitation. Вам спасибо за приглашение. И тема сексуального переноса и контрпереноса – это очень горячая тема, очень важная в психотерапии. Я 15 лет преподаю и слышу от студентов вопросы, связанные с этой темой. Это тема, которая временами начинает звучать в терапевтическом процессе. Пожалуйста, расскажи нам. So this topic is a hot topic. It's very important. And in my 15 years of experience teaching, I hear questions about this from students all the time, and it keeps popping up. And this issue, the sexual transference and counter-transference, comes up in the process of therapy quite regularly. So please share with us about it. So first, thank you for the invitation, Irina. It's my pleasure to be here and to speak about something that is really very important on the process of therapy. It's about... Спасибо вам, Ирина, за приглашение. Я очень рада быть здесь и рассказать вам о теме сексуального переноса, контрпереноса. Это действительно очень важная тема, очень важный момент в процессе психотерапии. It's also very nice to see you, Masha. Thank you. А также очень приятно встретиться снова мне с Лианой. Мы давно не виделись. So let's start. First, I just want to clarify a little bit what is transference. Yes, because it's important to say that is a projection that our clients, they have on the process of therapy. They project on the... Во-первых, я хочу в первую очередь поговорить о том, что такое перенос. Очень важно понимать, что перенос, по сути, это проекция. Проекция клиента на процесс терапии. It's like they have a gun, a big gun like this, and they project all the time on the therapist all the regression feelings of the Oedipal complex. А у них как будто такая пушка, и они этой пушкой прям обстреливают терапевта своими регрессивными переживаниями из эдипального комплекса. And depends of how all the Oedipal complex and all the sexuality was development in life. Then... Очень важно, как происходило сексуальное развитие в жизни клиента, период, который соотносим с эдипальным комплексом, что, собственно, там происходило в сексуальном развитии. If it was a trauma there, была ли травма, or if it was very bad during the relationship with mothers and fathers, может then быть, были сложности в отношениях, было что-то плохое в отношениях с мамой или с папой. The projection could be rage, shame, guilt, anxiety. So those are
проецировать на терапевта, это будет скорее гнев, стыд, вина, тревога. So also lots of ambivalence. And sometimes to work with sexual transference, the ambivalence, it's not so easy to work with. И очень много в этом процессе амбивалентности. И поэтому бывает очень сложно работать с трансферентными, контртрансферентными чувствами именно из-за того, что они такие амбивалентные, разнонаправленные одновременно. Another thing under the sexual transference, the erotic transference, it's negative transference. So sometimes the therapist works with here with the erotic transference, they don't know how negativity is there. Or sometimes they work with negativity and the erotic feelings is there. So they are a little bit mixed, you know, negative transference and erotic. Также очень часто бывает, что это наслаивается. Может быть, сверху есть слой эротического переноса, под которым слой негативного переноса. И терапевт работает с эротическим переносом, не подозревая, что под ним скрывается негативный перенос. Или наоборот, терапевт работает с негативным переносом, не подозревая, что под ним подлежит эротический перенос. Это может быть настолько перемешано, что терапевту сложно с этим работать. Sometimes the erotic transference or the sexual transference is very clear for the therapist. Иногда бывает так, что эротический перенос для терапевта очень ясен. Вот он, его прям видно. And sometimes very hidden. А иногда the client seduces the therapist. Oh, you are so good, you are fantastic, you are the best therapist. And you as a narcissist therapist say, well, he likes me, but he's seducing you in several ways. It's a several ways to seduce. У клиента есть разные способы соблазнять терапевта. Он может им восхищаться, говорит: о, вы такой прекрасный терапевт, вы лучший терапевт. И нарциссическая часть терапевта отзывается на это и думает: о, я ему нравлюсь как терапевт, он меня оценил как терапевт. Но это такой один из разных хитрых способов, каким клиент может терапевта соблазнять. То есть эротический перенос может быть очень неявным и скрытым. Sometimes we don't understand, but when they are very clear, I'm getting in love with you, I feel sexually attracted to you, and they say it's easier to work with. When everything is hidden there, then it's not easy to work on the process. I just want to, Да. И когда эротический перенос явен, когда клиент впрямую говорит: я в вас влюблен, я в вас влюбляюсь, я испытываю к вам влечение, с этим работать проще в сравнении с ситуацией, когда эротический перенос спрятан и перемешан с какими-то другими процессами. Тогда вот этот процесс разобрать гораздо сложнее терапевта. Sometimes we forget that our clients in front of us that pretend to be a big man, very sexy man, they are only 3 years old, 5 years old, 13 years old, you know. They are not the big men that they pretend, or the big woman that they pretend to be in front of us. А также часто мы можем забывать о том, что взрослый сексуальный мужчина или взрослая сексуальная женщина, которая сидит перед нами, на самом деле это 3-летний малыш, 5-летний малыш, 13-летний подросток, а не взрослый человек, каким они кажутся внешне. Even when they have a beautiful and big body as a man or as a woman, is a 3 years old or 5 years old kid there. And the therapist has to look to the kid, to the child, not for the big man doing lots of effort to being a big man. I'm going to, you translate much, then I'm going to talk about my case.
несмотря на то, что перед нами может сидеть взрослый человек со взрослым привлекательным телом, внутри есть вот эта часть, двухлетний ребенок, маленький ребенок, и терапевт должен видеть не только взрослого, который вот пришел в кресле сидит, а и маленького ребенка, который внутри. Терапевт должен видеть его, этого ребенка. И сейчас Лиана нам расскажет какой-то кейс. So I had a client. He was really handsome man and a big man. I was not so attracted by him, you know, but he was a handsome man. And he started to seduce me the whole time. Oh, you are so beautiful, you are this and that, you have a beautiful legs and this and that. And he asked me for the... Однажды у меня был клиент, мужчина. Я не испытывала к нему влечения, но объективно это был привлекательный мужчина, и он постоянно старался меня соблазнять. Он постоянно мне говорил комплименты: «О, вы такая прекрасная, вы такая красивая, у вас все прекрасно». And then one day I was really already tired of all those empty seduction, because the seduction of the transference, sexual transference, is some kind empty. It's not completely connect with the heart, with sexuality, you know, not with the heart, but with sexuality. Но мы должны понимать, что вот это соблазнение, оно как бы пустое, можно так сказать. Оно не в контакте с сердцем, естественно, не в контакте, но оно не в контакте с сексуальностью человека. Оно как бы такое не наполненное смыслом, оно пустое. И в конце концов Лиана уже устала от всех этих пустых соблазняющих попыток. And then I said to him, if you are a big man in front of me, I feel that you are very handsome. I can be a big woman also in front of you. Я ему сказала: если ты тут передо мной такой красивый мужчина, я тоже могу перед тобой быть красивой женщиной. Then he got afraid, you know, he was full of fear because he realized that it was only a game. It was only wholly playing. И он тогда испугался, он был полон страха, потому что в этот момент он осознал, что все это было всего лишь игра. And then after that, he started to be a little boy in front of me. He could accept the exercise and the body touch without being empty seducing. И тогда, наконец, он смог быть тем маленьким ребенком, которым он являлся, по сути, передо мной. И тогда он смог принимать от меня психотерапевтическую помощь, он смог принимать от меня упражнения, прикосновения и так далее. Без пустого соблазнения. What I'm saying here, it's very important when we work with sexual transference, to be very connected with your own sexual feelings. If you are not satisfied as a therapist, if you don't have a very good sex life, if you are too like a young girl in your sexuality, if you have shame of your sexuality, if you don't understand your sexuality, then you as a therapist, you acting out this also. So you have to be very clear with your sexual feelings too. И поэтому, to be clear with the clients. И поэтому очень важно для того, чтобы с клиентом иметь ясность про сексуальные чувства клиента или про сексуальный перенос клиента. Для терапевта очень важно иметь очень ясный контакт со своей собственной сексуальностью. И поэтому, если терапевт, скажем, в своей сексуальной жизни не удовлетворен, или с сексуальностью у терапевта связаны разные чувства вроде стыда, или если терапевт молодая, неопытная девушка, которая еще не умеет быть в контакте со своей сексуальностью, это создаст проблемы. Терапевт должен быть в очень ясном контакте со своей собственной сексуальностью, чтобы иметь возможность прояснять сексуальный
сексуальный перенос клиента. So for that, it's very important to do therapy. The therapist has to do his own therapy and also supervision. И поэтому терапевту важно проходить собственную терапию и проходить супервизию. And sometimes in the counter-transference of sexual counter-transference, the therapist can be very meaning, can be very tyrannic also, and try to be very sadistic, the therapist. And then sometimes the therapist, because of the fear of sexuality, he doesn't allow his client to grow up. He keeps the client as a child because of his fear. Очень часто терапевт из собственного контрпереноса эротического может становиться очень злым по отношению к клиенту, очень садистичным. Иногда из-за собственных чувств стыда в собственном сексуальном контрпереносе он может удерживать клиента от личностного роста, он может держать клиента на уровне ребенка и не давать ему расти. И, может быть, Лиана, ты тогда немножечко пояснишь, да, вообще про контрперенос, потому что ты начала с того, что рассказала в принципе про перенос, да, может, ты сейчас немножечко пояснишь в принципе про контрперенос. Да? Maybe this is a good moment for you to clarify what countertransference is. You started with telling about what transference is. Maybe now is a good moment to talk about what is countertransference. Very good, Irina. So, the transference is the gun, that's the projection of the client. Это пушка проекции клиента на терапевта. And of course, when the client projected on the therapist, on me as a therapist, all the shame or feelings or good feelings or bad feelings or rage, I have my own history. Естественно, когда клиент проецирует на меня как терапевта все свои разные чувства, будь то хорошие или плохие, у меня же собственная личная история. We are body psychotherapists. We touch our clients. I have my own history. I have my humiliation too. I have my rages too. I have my history of my Oedipal complex. Sometimes it's like electrical, you know, his feeling with my feelings, it's like electricity, you know, we do like and then... Тем более для нас, как телесно-ориентированных терапевтов, которые прикасаются к клиентам, это особенно важно. У нас самих есть собственная личная история, у нас своих чувств полно, у нас собственная история с эдипальным комплексом. И очень часто, когда встречается вот так проекция клиента и чувства терапевта, это как электричество, они прям искруют между собой. So, and then what happens with the therapist? He's acting out. И тогда что происходит с терапевтом? Он отреагирует свои чувства. Sometimes saying, I feel very attracted to you too, and this is not... Я тоже к тебе чувствую влечение. To work with the counter-transference, we have to be very grounded in ourselves. Because I can say to my client, I feel very attracted to you. Doesn't mean that I'm going to have sex with you. But it's good to say because he feels like a big man or like a big woman. I'm not differentiating gender. Could be man and woman. Please, we don't differentiate. И очень важно терапевту быть заземленным в своих чувствах, в своем контрпереносе. И в процессе терапии я, как терапевт, могу сказать, поделиться чувствами контрпереноса со своим клиентом, могу сказать, да, я тоже испытываю к тебе влечение, тоже испытываю к тебе чувства. И это не значит, что я буду заниматься с тобой сексом. И это позволяет... Это привносит такую открытость в диалог и позволяет клиенту почувствовать свою взрослую часть, почувствовать, что да, я взрослый привлекательный мужчина или взрослая привлекательная женщина, а не только тот маленький ребенок из эдипального возраста. I'm going to speak now why it's forbidden. Теперь я расскажу, почему это запрещено. To have sexuality with our clients.
Почему запрещено осуществлять это все? Почему запрещено иметь сексуальные отношения и любовные отношения с клиентом? Спасибо, что ты делаешь на этом акцент, потому что я знаю случаи нарушения этого правила, и, возможно, не всегда у специалиста есть внутреннее понимание, почему нельзя это делать, почему это опасно и травматично для клиента. I'm very thankful that you're making an emphasis on this because I know of cases where those boundaries have been crossed, and it seems that some specialists are not fully aware why it is bad for the client, why it is harmful and traumatic for the client. Yes, this is also in Brazil, everywhere, Irina. Sometimes people cross this line. Не только у вас в Бразилии тоже такого полно. Люди переходят эту черту. First was Freud. He said, in the field of, in the place here in my office, it's forbidden to have sexuality. Why? Yeah? Because, not because sexuality is so very important, but because if I do it with my client first, I can be very sadistic and put my client under my power, because here in my place, I'm very powerful. Mm-hmm. It's forbidden, it's a law, okay. Первым был Фрейд, и он сказал, в этом пространстве, где происходит психоанализ, психотерапия, сексуальные отношения запрещены. Почему? Первая причина состоит в том, что в этом пространстве у меня очень много власти, как у терапевта. И поэтому, если я вступлю в сексуальные отношения с клиентом, у меня есть возможность и соблазн быть очень садистичным, потому что в этом пространстве я обладаю властью. I created like a eternal dependence on me. I'm very powerful. А также я создаю такую вечную зависимость от себя у клиента. I use my power on the top of my client. Я использую свою власть над своим клиентом. But you know, the other thing that I think is, if you have sex with your client because you are very naive, because you are very stupid as a psychotherapist, you know. Но также я считаю, что, в смысле, Лиана считает, я считаю, что если вы такой наивный и глупый и тупой терапевт, и вы вступаете в сексуальные отношения с клиентом, because it's like you don't believe on transference, you know, because if you are in front of the transference of your client, you are going to be the mother all the time. Maybe you are going to have sex with your sexuality with your client, and the client is going to say to you, "Mommy, please love me." Or maybe he's going to say, "I want to tell you something about my life during the sexuality, you know." So you have to be very naive, or you don't believe on sexuality, on transference, because transference is like this. They project on you, even out of our office, the projection is there. You are going to be the mother. Если второй элемент, если вы вступаете в такие отношения, то получается, нужно считать, что вы не верите в перенос, что вы как бы принимаете за чистую монету то, что клиент вам выдает. Потому что, по сути, в этих отношениях вы мамочка. И представьте себе, вы повелись, и вы решили, что переноса не существует, а все это настоящее, занялись любовью с клиентом, и он в процессе вам, а можно я вот вам сейчас поделюсь вот про свой опыт там в 3 года, а давайте там... Ну, то есть это будет очень странно, и вы должны быть очень каким-то глупым и наивным человеком, чтобы это делать, потому что перенос на самом деле существует, и вы в этих отношениях скорее мама. So some laws, they have to be obeyed, you know. Some laws are good for limits. Некоторые законы надо соблюдать, потому что они полезны. Это полезные границы. Even the most primitive tribe, the boy, the son,
doesn't have sex with the mothers, you know. Even the most primitive tribes, the law, it's like a law of, I don't know, because some animals, they have this, but not in the human beings. Maybe only one very, very primitive tribe, those things happens. But the law and most of the universe, we don't see those things. Sorry, Marcia. Этот закон справедлив вообще для всего человечества на протяжении всей человеческой истории. С родительской фигурой сексом не занимаются. Родительская фигура — это терапевт для клиента. В самых даже примитивных племенах дети с родителями не занимаются сексом. Может быть, где-то найдется какое-то примитивное племя, где такие вещи встречаются. Но в принципе на протяжении всей человеческой истории такие вещи были табу. Так что этот закон железный подлежит исполнению беспрекословно. But now I want to say how to work with this. И теперь я вам расскажу, что с этим делать, как с этим работать. Because of course, if I have a client that is a big man or big woman, but I'm dealing with the small boy or the small girl, they were very hurted on their sexuality or very traumatic. And if I say to my clients, look, here is forbidden, we don't talk about sexuality, or you cannot feel attraction to me, this is, I castrate him again. Смотрите, so how to work? Если у нас перед нами сидит взрослый мужчина или взрослая женщина, но мы видим, что по сути перед нами маленький ребенок, если мы просто им скажем: слушай, это запрещено, закон, нельзя испытывать тебе ко мне такие сексуальные чувства, это будет по сути повторная кастрация, мы как бы ретравматизируем, потому что этот маленький ребенок внутри этого взрослого человека, он в теме сексуальности был каким-то образом травмирован. И, может быть, Лиана, пожалуйста, немножко поясни, что значит кастрация с точки зрения психоаналитической, да, психологической. Can you maybe clarify now what castration means in psychoanalytical terms? Okay. Castration, it's the moment of the development of the libido when the girl or the boys in the phallic phase, in the sexual phase, when they discover sexuality. Есть такая фаза развития либидо, когда маленький мальчик или маленькая девочка, они обнаруживают сексуальность, они встречаются, знакомятся с ней. Everything in the family system started to be like, no, it's forbidden. The child is excluded from the couple. So it's like, I don't have power as a child anymore. Who has the power in this house, my mother or my father? So castration is take out the power of the child, something like this, you know. То в семейной системе начинают происходить такие процессы, что нет, это что-то запретное, и ребенок может это переживать как потерю своей власти в семейной системе. Он начинает пытаться сориентироваться, у кого власть в семейной системе, у мамы, у папы. И вот это событие, этот процесс кастрации, это по сути как бы отъятие власти у ребенка. Castration is all the times forbidden, and take out the spontaneity, creativity. But castration as limit is very important on this moment. То есть кастрация в той форме, когда ребенку все, нет, нельзя, это плохо, это нельзя, это плохо, это нельзя, это плохо, это ведет к тому, что у него отнимается как бы его сила, его креативность, его творческая энергия. Но когда кастрация происходит в форме определения лимитов и определения здоровых границ, то тогда это полезный момент в развитии. So, as a therapist, I cannot castrate, re-traumatize my client again, saying, Я как терапевт не могу ретравматизировать клиента.
Don't put your sexual feelings here with me. Don't say, don't speak, and don't project on me this. This is re-traumatizing again. Если я буду как вот это недостаточно плохая мать в его прошлом, если я буду говорить, нет, ты что, это нельзя, не надо тут на меня проецировать вот эти свои чувства, перестань эти чувства проецировать на меня, перестань их приносить в этот процесс, перестань их вообще переживать, все, нельзя, то тогда я ретравматизирую клиента, и этого делать нельзя. Because just on the trauma, the child, she needs to hear from the mother, from the father, that you are so beautiful, you are so, I recognize your sexual feelings, I recognize how sexy you are. The parents should say this. На этом этапе, на самом деле, родительские фигуры в жизни ребенка должны как бы увидеть его вот с этими чувствами, с этими процессами. Да, я вижу тебя, ты очень красивый, ты очень привлекательный, я вижу, что ты испытываешь эти чувства, как бы их признать. The parents should speak about sexuality. As they don't do it, we have to say, I feel that you are very sexy. I recognize your power of your sexuality. I feel very attracted to, I feel the amount of energy that you have when we speak about sexuality. Without, as a therapist, having fear of this. На самом деле, соответственно, и терапевт, чтобы не ретравматизировать, а создать позитивный опыт в отношении этипального комплекса, терапевт должен говорить, я вижу тебя, я вижу твои проявления сексуальных чувств, я вижу, сколько энергии и сколько силы в этом есть. Но терапевты обычно очень боятся это делать и боятся так говорить клиенту. We can say to our client, I feel how I see how sexy you are, I recognize your sexual energy as a potency. Я вижу твою сексуальную энергию как способность действовать. But if I say to my client, I feel very attracted to you, I feel sexual attracted to you, then this I make sick my client. Но если я скажу в такой форме, я чувствую сексуальное влечение к тебе, я чувствую влечение к тебе, то тогда я клиенту наврежу. It's different to say, I recognize, I can see how much sexual potency you have. But Обратите внимание на разницу. Сказать, я вижу, я признаю, я замечаю, сколько сексуальной энергии в тебе есть. It's very uncomfortable for the client. It's like the mother saying to the boy, I feel attracted to you. And also, of course, the mother feels sexual attracted to her son, but she can hold on. She doesn't need to show this. We have to understand and to learn how to put our sexual feelings, our life force, because sexuality is life and it's life potency, it's life force. If I transform this in my organism and I allowed the energy to flow, I feel my potency also, not only sexual feelings. Мы должны понимать, что сексуальная энергия – это энергия жизни. И если нам удастся быть с этой энергией в контакте и позволить ей течь, то это дает нам потенцию, в смысле возможность действовать. И, естественно, матери, если терапевт скажет клиенту в такой форме, я чувствую к тебе влечение, то это будет как если бы мама сказала ребенку, я тебя хочу, я к тебе чувствую сексуальное влечение. Естественно, для ребенка это будет травматично.
И вообще-то, в принципе, матери и испытывают сексуальное влечение к своим взрослеющим сыновьям, но не обязательно им об этом в такой форме рассказывать. То есть нужно эту энергию внутри себя, с одной стороны, ее нужно признавать и чувствовать, и быть с ней в контакте, потому что это энергия жизни, но с другой стороны, нужно ее как-то внутри себя трансформировать, чтобы она не выплескивать ее, так травмируя окружающих, а трансформировать ее, чтобы она давала нам возможность, давала нам жизненную энергию, давала нам возможность действовать. So here I want to make a difference. If I have my potency as a therapist, and I have my life force and all my sexual energy, and Поэтому I я хочу love... провести такое развлечение. Если я, как терапевт, испытываю, в контакте нахожусь вот с этой потенцией, с этой жизненной силой внутри себя. And I'm not forbidding the sexuality in my field, in my Если я не office. запрещаю, если я не перекрываю сексуальность в своем поле. And both of us, we have our sexuality, we have our life force. I open оба his мы pelvis. в терапевтическом контакте, оба мы имеем эту жизненную силу, имеем эту сексуальность. I deblock the feelings of the pelvis. I put the energy on the pelvis. And this is the most important. I don't transform. Can you want to? Liane, you deep-lock the pelvis? You what the pelvis? De-lock. De-lock. The pelvis locked, and then I try to de-lock this, to open the pelvis, yes? Если я буду помогать клиенту снять блок в тазу и как бы открыть эту энергию, открыть этот поток энергии. And the energy flow up, you know, to the eyes. I don't transform sexual feelings in love. I transform sexual feelings in joy. It's different. Тогда трансформируется сексуальная сила не в любовь, она трансформируется в радость, и это большая разница. So I open the pelvis, the energy is flowing, and it's lots of sparkling eyes and joy, pleasure. Not Я открываю only... таз, снимаю блок в тазу, энергия течет вверх, и в глазах видно, как искры, такая радость, удовольствие. So the polarity of sexuality is joy, not love, you know, because then people transform because of fear. They say here, we don't speak too much about sexuality, we speak about love, let's meditate, you know. And I'm saying, no. И тогда получается, что противоположностью сексуальности является не любовь такая сердечная, а противоположностью сексуальности является радость. И бывает так, что если терапевт боится быть в контакте с сексуальностью, то он может сказать: ой, нет, мы не закроем эту тему, это мы не обсуждаем здесь, давайте поговорим про любовь, давайте помедитируем вместе, вот это все. So joy, because love, if we are integrate sexuality and the heart and love, we don't need to speak about this, but we need to speak about joy. Because people sometimes don't know how to enjoy sexuality. Если мы интегрируем тазовую область, сердечную область, если мы интегрируем сексуальность с сердечной любовью, то о чем дальше говорить? Как бы вопрос закрыт. Очень важно говорить об этой радости, потому что очень часто люди не умеют испытывать радость в отношении сексуальности, не умеют ей радоваться, не умеют ей наслаждаться. So it's expansion in the whole body. Это про расширение во всем теле. Joy, радость, pleasure, удовольствие. Sexuality. Not, yes, this is important. And then love is there. И тогда любовь, она там есть в любом случае. But sometimes we go first in the love and we forget about sexuality and joy.
Но очень часто мы сразу идем вот в тему любви и забиваем на сексуальность и тему радости и удовольствия не раскрываем. I think we have only 3 minutes, or how many? Кажется, у нас осталось очень мало времени. Да, It's time to say goodbye. Неужели пора прощаться? И спасибо, что мы завершаем такой темой интеграции, темой радости. It's very nice to finish on this high note of integration and joy. Спасибо за этот фантастический эфир. Thank you so much. Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Very nice. Maybe we'll find it. Yeah, we'll find another issue and then we come back here because so many things to say about this. Найдем еще тему и снова Спасибо, хорошо. на Фейсбуке, потому что много чего есть сказать. Я всегда рада видеть Лиану, и здесь я ловлю Лиану на слове и на обещание прийти в гости еще и быть с нами в эфире. I will take you up on your word, Liane, and I will invite you again to do another Facebook Live. Yes. Спасибо, хорошо. Bye, everybody. Bye. Дорогая Лиана, наши зрители. Thank you so much. Bye-bye, dear.